Глава 2361. Кровавая тюрьма. Мы не можем этого сделать. Нет никакого способа добраться до центра через другие области. У нас нет другого выбора, кроме как следовать за ним. Позаботьтесь о том, чтобы нас не обнаружили. Мы все еще должны быть в состоянии войти в центр сначала, пока он прочесывает эту область в поисках сокровищ, решил Сяомин. Похоже, это наш единственный выход. Если подумать, то 3 ведьмы Святые Духа также отправились в довольно интересную область. Это похоже на кровавую тюрьму, где даосист Тяньдин запечатал несколько могущественных врагов своего, озабоченно сказал даосист Цин Пин. Я знаю об этом, но мы ничего не можем сделать, чтобы помешать им отправиться туда. Там могут быть могущественные сокровища, оставленные врагами даоса Тяньдина в этой кровавой тюрьме, но они все еще не так важны, как захват контроля над центром, сказал Сяомин, нахмурив брови. Какая жалость. Согласно томам, которые я унаследовал, враги, запертые в кровавой тюрьме, обладали силами, сравнимыми силами даосиста Тяньдина. Они определенно уже погибли бы после стольких лет, но их наследство, несомненно, было бы также чрезвычайно ценным, печально вздохнул даос Цин Пин. Изначально мы должны были установить кровавую тюрьму в качестве нашей второй цели. Может быть, 3 святых духа ведьмы также знают о ее существовании. Госпожа Ваньхуа размышляла с мрачным выражением. Трудно сказать. Я был единственным, кто получил наследство даоса Тяньдина, но я не могу гарантировать, что другие могущественные существа того же поколения, что и даос Тяньдин, не оставили после себя никаких зацепок. В конце концов, кровавая тюрьма была чем-то таким, что когда-то было известно на всем континенте кровавого неба, сказал даос Цин Пин. Хорошо, мы все равно ничего не можем с этим поделать, так что нет никакой необходимости рассуждать дальше на эту тему. Пришло время, чтобы мы продолжили двигаться дальше, сказал Сяомин, бросив взгляд на область, в которую только что вошел Хань Ли. Госпожа Ван Хуа и даосист Цин Пин, естественно, не стали возражать. Таким образом, 3 из них также полетели в область, окутанную голубым световым барьером, за исключением того, что они выбрали точку входа, которая была довольно далеко от Хань Ли. Какое холодное место! Хань Ли парил в воздухе над ледяным миром, покрытым слоем голубого снега со странным выражением лица. По всему окружающему пространству была ледяная аура, и даже были некоторые части его тела, где скопились слои синего иния, когда ледяная ци пронзила защитный духовный свет там. С тех пор, как он достиг полного мастерства в своем происхождении истинных дьявольских искусств, он крайне редко чувствовал такой холод. Судя по ледяной ауре, проявленной иллюзией в этой области, было ясно, что ограничения здесь были гораздо более серьезными, чем в тех областях, через которые он ранее проходил. После долгого парения в воздухе над его телом внезапно появился слой серебряного пламени, и леденящее до костей ощущение сразу же исчезло. Затем Хань Ли медленно полетел прямо вперед, но, проехав всего несколько километров, свирепый ветер внезапно разразился во всех направлениях, и бесчисленные снежинки в воздухе резко превратились в тысячи голубых ледяных павлинов. Павлины расправили крылья, в бешенстве выпуская бесчисленные шары голубого света. Хань Ли бегло осмотрел эти шары света своим духовным чувством, и выражение его лица слегка изменилось, когда он быстро сделал ручную печать, на которой слой серебряного пламени вокруг него утолщился в несколько раз. В следующее мгновение шары света быстро ударили в серебряное пламя, прежде чем взорваться один за другим, создавая массивный торнадо, когда серебряное пламя и синий свет переплелись. В другом месте, в том же ледниковом районе трио Сяомина освободило около дюжины сокровищ и вступило в ожесточенную битву с группой из почти 20 горных голубых гигантов. Все эти гиганты были способны манипулировать льдом и снегом, чтобы вызвать броню и все виды оружия, и независимо от того, сколько повреждений они получили, они были способны мгновенно регенерировать, используя лед и снег в этом районе, что делало их еще более хлопотными, чем существа с бессмертными телами. Таким образом, хотя трио Сяомина было намного сильнее этих гигантов, они временно остановились. В массивном зале, который был заполнен бесчисленными гигантскими алыми колоннами, 3 святых духа ведьмы осторожно продвигались вперед, давая всем колоннам широкий проход. Издали эти колонны казались совершенно обычными, но вблизи можно было обнаружить бесчисленные алые черепа, вделанные в их поверхность, и кровь, время от времени стекающая с верхушек колонн. Это действительно вход в кровавую тюрьму, товарищ Даос Юй? С ноткой беспокойства в голосе спросил пожилой мужчина, сидевший на гигантской сороконожке. Будьте уверены, брат Ву, вы видели, как легко было прорваться сквозь ограничения за пределами этого места. Это указывает на то, что записи на этой древней табличке точны и что это действительно то место, где даос Тяньдин заключил в тюрьму своих могущественных врагов. Хехе, самое могущественное существо нашего ведьминого Даа, мастер Тянь Ву, однажды сражался с даосом Тяньдином 7 дней и 7 ночей, прежде чем был побежден и заключен здесь в тюрьму. В противном случае, с такими способностями и способностями мастера Тянь Ву, он определенно смог бы подняться и в истинно бессмертное царство, уверенно ответил пожилой человек, сидевший на черном скорпионе. Это место действительно довольно тревожное, так что я могу понять, почему брат Ву обеспокоен.
Однако из-за того, что мы используем ведьмовские искусства культивирования Дао, которые сильно отличаются от обычных искусств культивирования, наследие даоса Тяньдина может быть не очень полезным для нас. Напротив, мы обязательно получим огромную пользу, если сможем получить искусство культивирования мастера Тяньву и сокровища из кровавой тюрьмы. Возможно, у нас даже будет шанс подняться в истинную бессмертную сферу в будущем. Поэтому мы должны рискнуть войти в эту кровавую тюрьму, даже если это сопряжено с некоторым риском, сказал последний пожилой мужчина. Действительно. Жаль, что каменная табличка была повреждена, и осталась только часть, которая подробно описывала методы противодействия ограничениям снаружи. Если бы мы знали, как противостоять ограничениям и здесь, то нам ни о чем было бы беспокоиться, вздохнул пожилой мужчина с фамилией Юй. Хе-хе, это уже огромная возможность для нас найти точное местоположение кровавой тюрьмы. Здесь могут быть какие-то мощные ограничения, но мы втроем определенно сможем прорваться сквозь них, усмехнулся человек с фамилией Ву. В любом случае, нам уже слишком поздно поворачивать назад. Говоря об этом, тот сопляк с гигантской обезьяньей формой, с которой мы столкнулись снаружи, был действительно грозным. Если бы товарищ Дао Ся и остальные не появились, я действительно хотел бы превратить этого сопляка в кровавую марионетку, сказал человек с фамилией Юй. Форма гигантской обезьяны этого человека действительно чрезвычайно сильна, но его вторая трансформация, похоже, была вызвана какими-то дьявольскими способностями. С его способностями даже мы трое, скорее всего, не смогли бы справиться с ним за короткое время. Мы намеренно выставили себя негостеприимными, чтобы никто не последовал за нами в эту кровавую тюрьму, и я уверен, что наш план сработал, холодно усмехнулся пожилой мужчина с фамилией Ву. Это стратегия, которую мы разработали заранее, и я уверен, что она была бы, по крайней мере, несколько эффективной. Из всех людей, находящихся сейчас во Дворце Небесного Котла, только трио Сяомина может представлять для нас серьезную угрозу. Сяоммо известен как сумасшедший дьявол секты Кровавой Кости, и он не является обычным существом великой стадии Вознесения. Кроме того, у него есть госпожа Ван Хуа и даосист Цин Пин, чтобы помочь ему, так что наши шансы на победу над ними будут довольно малы, сказал последний пожилой человек. Шпионы, которых мы оставили, не передали нам никакой информации, так что, похоже, Сяомин и остальные не последовали за нами. Должно быть, у них на уме какая-то другая цель. Это отличная новость для нас. Теперь мы можем сосредоточить все наше внимание на этой кровавой тюрьме, холодно усмехнулся человек с фамилией Ву. Как раз в тот момент, когда его спутники собирались ответить, их три гигантских коня внезапно резко остановились, испустив цепочку резких криков и приняв настороженные позы. Выражение лиц троих пожилых мужчин слегка изменилось, когда они увидели это, и они немедленно выпустили ряд сокровищ, чтобы защитить себя. Затем троица с осторожными выражениями посмотрела вперед. Чего они не заметили, так это того, что кровь, стекающая по алым колоннам в зале, постепенно становилась все более вязкой, а также приобретала красновато-черный цвет. Внезапно впереди раздался шорох, и через несколько мгновений в темном пространстве впереди появились пятна зеленого пламени, после чего появилась серия скелетообразных бабочек размером с большой палец. У этих бабочек было пламя, горящее по всему их скелетным телам, создавая очень тревожное зрелище, и их было более 10 тысяч в общей сложности. Это бабочки, поглощающие кости. «Вернись!» Тут же воскликнул человек с фамилией Ву, увидев этих бабочек, и лица его спутников тоже заметно побледнели. Трое из них немедленно отступили назад на своих конях, в то время как рой бабочек молча следовал за ними. Они бежали более чем в 100 раз быстрее, чем пришли, и мгновенно преодолели расстояние в несколько тысяч футов. Внезапно раздался взрыв зловещего кудахтанья, и красновато-черная кровь, стекающая по алым колоннам, сошлась, образовав ряд алых черепов. Как только эти черепа появились, они мгновенно раздулись до размеров колес повозки, прежде чем наброситься на трех пожилых мужчин, чтобы преградить им путь к отступлению. Выражение лица человека с фамилией Ву слегка потемнело, когда он увидел это, но он остался спокоен, когда сказал: «Это духи крови, образованные кровью могущественных существ, которые погибли в кровавой тюрьме. Брат Юй, немедленно освободи технику защиты духа, мы вдвоем будем держать этих бабочек, поглощающих кости, и духов крови на расстоянии для тебя». «Хорошо, тогда я рассчитываю на вас, товарищи даосы», ответил человек с фамилией Юй, когда сороконожка под ним остановилась, и он немедленно сел на своего коня, скрестив ноги. Затем из его тела вылетела серия темно-зеленых нефритовых значков, прежде чем образовать странную формацию, которая понесла его вверх. Глава 2362. Способности Дао-ведьмака. В то же самое время он начал произносить заклинание, и серия темно-зеленых узоров духа появилась на его теле, прежде чем распространиться с невероятной скоростью, покрывая почти каждый дюйм его кожи, прежде чем начать корчиться и извиваться, как будто они ожили. Издалека казалось, что бесчисленные тонкие зеленые насекомые появились над телом пожилого человека, представляя собой очень тревожное зрелище.
Прямо в этот момент один из двух других мужчин выпустил багровый медный гонг, и, ударив в гонг, его голова с белыми волосами немедленно встала дыбом, прежде чем отделиться от головы, а затем превратилась в бесчисленных крылатых летающих змей с белой чешуей, которые набросились прямо на приближающуюся кость, поглощающую бабочек. Тем временем другой пожилой мужчина поднял руку, чтобы выпустить чистую белую тыкву, которая опрокинулась, чтобы излить облака черной ци, которые превратились в черные руки с ртами на ладонях. Черные руки испустили цепочку резких криков, прежде чем броситься к черепам с другой стороны. Таким образом, 4 группы чрезвычайно странных на вид существ начали вступать в ожесточенные бои, и глухие удары, указывающие на падающее на землю тело, раздавались непрерывно. Черные пальмы и белые летающие змеи казались довольно свирепыми, но они явно не могли сравниться с алыми черепами и белыми костяными бабочками, которые выпускали алые стрелы и жгучее зеленое пламя соответственно. Прошло совсем немного времени, прежде чем большая часть черных рук и белых змей была уничтожена, в то время как только несколько десятков духов крови и поглощающих кости бабочек были уничтожены. Двое стариков с болью на лицах наблюдали, как одна черная рука и белая змея уничтожались одна за другой, как будто они теряли что-то очень ценное для них. Вскоре все руки и змеи были уничтожены, и мрачные взгляды появились на лицах двух пожилых людей, когда духи крови и кости, поглощающие бабочек, снова начали приближаться к ним. Они обменялись взглядами, и один из них издал громкий рев, после чего позади него появилась массивная осьминогоподобная проекция насекомого, прежде чем мгновенно взмахнуть дюжиной или около того щупалец. Каждое щупальце было более 100 футов в длину и было пронизано темно-зелеными рунами, и когда щупальца скользили по воздуху, они были в состоянии отправить всех духов крови, с которыми они вступали в контакт, обратно в воздух. Тем временем ноготь на руке другого пожилого мужчины удлинился на несколько дюймов и стал острым, как нож. Затем он провел ногтем по другому плечу, мгновенно расчленив собственную руку, которая взорвалась, превратившись в груду плоти, зависшую перед ним. Сразу же после этого он сорвал с себя одежду, чтобы показать 7 или 8 свирепых татуировок насекомых на груди. Затем пожилой человек применил какую-то секретную технику, и татуировки выскочили из его тела, прежде чем превратиться в гигантских насекомых размером около 100 футов, которые пожирали кучу крови и плоти перед ними. Холодный взгляд мелькнул в его глазах, и тело гигантских насекомых изогнулись и искривились, когда они начали прорастать серией серебряных шипов. В то же самое время они начали мерцать золотым светом, как будто они достигли ваджирных тел, и они бросились к костям, поглощающим бабочек среди взрыва громкого шипения. Каждый раз, когда щупальца набрасывались на них, руны на их поверхности непрерывно вспыхивали, и громкие раскаты грома, угрожавшие расколоть даже пространство вокруг них, раздавались один за другим. Было ясно, что эти две способности были козырными картами двух пожилых мужчин, и они были в состоянии держать духов крови и бабочек, поглощающих кости, в страхе. Тем временем темно-зеленые узоры на теле человека с фамилией Ю сошлись в образ восьмирукого дьявольского существа. Изображение охватило каждый дюйм его тела, представляя собой очень тревожное зрелище, как будто он носил кожу лазурного дьявола. Внезапно он издал громкий рев, и бесчисленные зеленые нити вырвались из его тела, чтобы образовать гигантский кокон вокруг него. Затем кокон начал вращаться с огромной скоростью, и из него раздались призрачные завывания. Сразу же после этого образование под коконом также начало издавать громкий жужжащий звук, выпуская облака темно-зеленой дьявольской ци. Раздался глухой удар, когда гигантский кокон взорвался, и появился угрожающий восьмирукий дьявол. Дьявольское существо было чрезвычайно массивным и внушительным с лазурной кожей, и оно медленно открыло свои блестящие зеленые глаза. В этот момент двое других стариков начали бороться перед лицом духов крови и бабочек, пожирающих кости. Почти половина щупальцев осьминогоподобной проекции насекомых была превращена в кровь духами крови, в то время как большинство гигантских золотых насекомых уже были съедены поглощающими кости бабочками. Однако оба старика были в восторге, увидев появление восьмирукого лазурного дьявола, и они немедленно сняли свои секретные приемы, прежде чем полететь к дьявольскому существу. Таким образом, духи крови и бабочки, поглощающие кости, смогли приблизиться к троице с обеих сторон, прежде чем полностью окружить их. В этой ужасной ситуации лазурный дьявол, наконец, начал действовать. Он ударил 8 руками в унисон, выставив по 4 ладони в каждую сторону. Яркий золотой свет исходил от его 8 ладоней, и золотая руна текста печати всплыла в каждой руке, прежде чем мгновенно увеличиться примерно до 10 футов в размере. Затем каждая из золотых рун выпустила огромное пространство радужного света, который немедленно обездвижил всех духов крови и бабочек, поглощающих кости при контакте. Мгновение спустя вспыхнул радужный свет, и кровавые духи и поглощающие кости бабочки превратились в пыль, как будто они столкнулись с проклятием своего существования. Всего за несколько вдохов все духи крови и бабочки, поглощающие кости, были полностью уничтожены. Сразу же после этого аура лазурного дьявола в 8 доспехах исчезла вместе с радужным светом, который он выпустил, и он медленно убрал свои 8 рук. Внезапно раздался глухой удар, и кожа лазурного дьявола упала с головы до ног, снова открыв пожилого человека с фамилией Юй.
Однако его лицо было очень бледным, а аура значительно уменьшилась, что указывало на то, что он потратил много энергии. «Хорошо, что мы все трое собрались вместе. Иначе у нас были бы большие неприятности», сказал человек с фамилией Юй с намеком на затаившийся страх в глазах. Действительно. Мы уже знали, что ограничения, ведущие в кровавую тюрьму, будут чрезвычайно трудными, но я не думал, что мы столкнемся с такими страшными существами, как духи крови и бабочки, поглощающие кости. Если бы кто-нибудь из нас пришел сюда один, то мы оказались бы в большой опасности, согласился пожилой мужчина с фамилией Ву. Учитывая, что два типа существ уже появились, мы должны быть довольно близко к истинному входу в кровавую тюрьму, так что это хорошая новость, сказал последний пожилой человек с улыбкой. Я очень на это надеюсь. Давайте продолжим, кивнул мужчина с фамилией Ву. Таким образом, все трое снова двинулись вперед. Несколько дней спустя гигантская золотая обезьяна с 3 головами и 6 руками размахивала массивным золотым клинком в каждой руке, сражаясь с 2 голубыми ледяными змеями. Гигантская обезьяна была более 1000 футов в высоту, в то время как ледяные змеи были около 5000 футов в длину. Их тела были покрыты прозрачной синей чешуей, и они вызывали сильные метели, выпуская взрывы ледяной ци, которая угрожала заморозить все это пространство. Массивная обезьяна была совершенно равнодушна к ледниковым условиям, но она явно опасалась огромных когтей 2 ледяных змеев. После еще нескольких обменов, гигантская обезьяна внезапно испустила громовой рев, прежде чем объединить свои 6 массивных золотых клинков в один огромный клинок, который был более 10 000 футов в длину, а затем разрезал 2 ледяных змеев пополам прямо посередине. Однако 4 останка 2 ледяных змей затем превратились в 4 более коротких ледяных змей, прежде чем снова броситься на Хань Ли. Именно в этот момент гигантский золотой клинок по приказу гигантской обезьяны превратился в море золотого света, а затем устремился к 4 ледяным змеям, прежде чем разрезать их на несколько десятков кусков. Голубой свет вспыхнул от останков ледяных змей, и они были готовы превратиться в десятки еще более коротких ледяных змей. Однако, прежде чем они смогли завершить свою трансформацию, одна волна золотого света нахлынула на них одна за другой, разрезая их на 1000 кусочков, и они, наконец, полностью распались на пятнышки синего света. Только тогда массивная обезьяна убрала золотой свет, а затем быстро вернулась в свою человеческую форму. Ограничение здесь действительно довольно хлопотное. Оно способно проявлять близких ледяных существ с силами, бесконечно приближающимися к силам существ в стадии Великого Вознесения. Однако мои расчеты говорят мне, что выход должен быть прямо впереди, пробормотал себе под нос Хань Ли, летя вперед сквозь снежную бурю, как полоса золотого света. Все это было возможно только потому, что он был мастером формации и обладал невероятно мощным духовным чувством. В противном случае обычный культиватор уже полностью заблудился бы здесь. Примерно через час полоса золотого света появилась перед каменной платформой, окутанной золотым световым барьером после убийства еще нескольких мощных ледяных зверей. На платформе было небольшое телепортационное образование, и улыбка появилась на лице Хань Ли, увидев это. Однако его улыбка слегка померкла, когда он направил свое духовное чувство к золотому световому барьеру. Это 5-элементный астральный световой барьер, и я не смогу пробиться через него в течение короткого времени обычными средствами. Так и быть, похоже, мне придется потратить немного больше энергии, чем ожидалось. Хань Ли быстро принял решение, прежде чем сделать хватательное движение, и темно-зеленый длинный меч появился в его руке среди вспышки зеленого света. Как только появился меч, ци мирового происхождения в близлежащей области сразу же начала слегка дрожать. Хань Ли схватился за меч и глубоко вздохнул, когда яркий пурпурно-золотой свет вырвался из его тела, в то время как проекция истинного дьявола происхождения появилась позади него. Затем он мягко ударил длинным мечом по золотому световому барьеру внизу. Глава 2363. Огромная мемориальная доска. Все пространство, казалось, слегка потускнело, и бесчисленные снежинки внезапно потянулись к глубокому небесному мечу, как будто через гигантскую воронку, а затем исчезли в мече как источник ци-мира. Ряд серебряных рун немедленно появился на поверхности меча, и полоса темно-зеленой ци меча пронеслась вперед, прежде чем ударить по золотому световому барьеру. Ци меча начало светиться сверкающим светом, как будто зеленое солнце появилось, чтобы затопить весь световой барьер. Громкий жужжащий звук раздался с поверхности светового барьера, и бесчисленные пятицветные руны появились, только чтобы растаять в зеленом солнце. Наконец раздался глухой удар, и весь световой барьер был полностью уничтожен. Лицо Хань Ли слегка побледнело, когда он вытащил зеленый длинный меч, а затем влетел в телепортационную формацию на каменной платформе. Затем он указал пальцем на край формации, бросая белую печать заклинания, которая мгновенно растворилась в воздухе. Глухой взрыв глухого грохота раздался из всего строя, и Хань Ли исчез среди вспышки белого света. В следующее мгновение Хань Ли вновь появился в темном сером пространстве, и впереди показалась горная каменная плита, уходящая в небеса.
Каменная табличка была такой массивной, что снизу ей не было видно конца, и она была полностью прозрачного малинового цвета с бесчисленными толстыми серебряными рунами, выгравированными на ее поверхности, представляя собой очень таинственное зрелище. Хань Ли посмотрел на каменную табличку, затем осмотрел мрачное серое пространство вокруг себя, и в его глазах появился намек на недоумение. Независимо от того, как он смотрел на это место, оно не имело ничего общего с дворцовым скоплением, которое он видел снаружи светового барьера. Казалось, что он был телепортирован в незнакомое место из ограничения в последней области. В то же самое время троица Сяомина тоже наконец вышла из ледяного ограничения, и их встретил вид Золотого дворца и рядов серебряных павильонов, которые напоминали бессмертный рай, но все они были мрачны. Это не то место, где находится центр Дворца Небесного Котла. Согласно записям в томике, который я унаследовал, телепортационная формация, которую мы нашли ранее, должна была доставить нас прямо в район центра. Почему мы телепортировались сюда вместо этого? Озадаченно пробормотал даосист Цин Пин. Записи в томе были определенно точными. В противном случае мы не смогли бы проделать весь этот путь сюда. Какие-то непредвиденные изменения должны были произойти в ограничении в последней области, чтобы привести к этому, проанализировал Сяомин. Какие же непредвиденные перемены могли произойти? Вы хотите сказать, что ограничение может мутировать само по себе? Госпожа Ван Хуа была близка к тому, чтобы сойти с ума. Трудно сказать. Даосское мастерство формирования Тяньдина далеко за пределами того, что мы можем понять, и Дворец Небесного Котла существует уже так много лет, так что не было бы слишком удивительно, если бы ограничения внутри дворца претерпели какие-то изменения. Тем не менее, ограничения во всех других областях остались неизменными, но этот был изменен. Это слишком подозрительно, чтобы быть совпадением. И я думаю, что это результат того, что кто-то вмешался в ограничения в этой области, предположил Сяомин. Как это возможно? Кроме этого человека, никто не смог бы войти в эту область раньше нас. Даже если бы кто-то вошел в эту область раньше всех нас, они никак не смогли бы изменить такое сложное гигантское ограничение за такое короткое время, возразила госпожа Ван Хуа. Хе-хе, ты, кажется, забыл о людях, которые вошли во Дворец Небесного Котла во время его последнего открытия. Эти люди не были могущественны, но среди них было немало тех, кто обладал истинными ключами. Когда Дворец Небесного Котла был закрыт, я не помню, чтобы многие из них возвращались живыми, сказал Сяомин. Выражение лица даоса Цин Пина слегка изменилось, когда он услышал это. Итак, вы говорите, что есть еще выжившие из последней группы людей, которые вошли во Дворец Небесного Котла, и что кто-то из них изменил это ограничение. Так и должно быть. Иначе нет никакого способа объяснить все это, ответил Сяомин. Вообще говоря, это невозможно. После закрытия Дворца Небесного Котла все будут автоматически выселены, а те, кто насильно останется здесь, используя секретные методы, будут убиты ограничениями во дворце. Сказав это, если бы существовал кто-то еще более могущественный, чем даос Тяньдин, они были бы в состоянии противостоять ограничениям во дворце. Возможно, они уже вошли в центр и получили полное наследство даоса Тяньдина. В таком случае они смогут остаться во Дворце Небесного Котла, и им будет несложно изменить выход из определенной зоны. Если это то, с чем мы здесь имеем дело, то это будет очень плохая новость, сказал даос Цин Пин с озабоченным выражением лица. Дворец Небесного Котла был построен непосредственно перед вознесением даоса Тяньдина, поэтому почти невозможно, чтобы входящий во дворец был еще более могущественным, чем сам даос Тяньдин, и также очень маловероятно, что кто-то уже захватил контроль над центром или забрал полное наследство даоса Тяньдина. В противном случае весь дворец уже был бы взят, а не появился бы здесь по расписанию, как это было раньше, проанализировал Сяомин. Глаза госпожи Ван Хуа сразу же загорелись, услышав это. В таком случае, человек, который остался во Дворце Небесного Котла, должен быть в состоянии контролировать только часть ограничений Дворца Небесного Котла, и они не получили полного контроля над центром, ни полного наследства даоса Тяньдина. Скорее всего, так оно и есть, уверенно ответил Сяомин. В таком случае у нас еще есть большие шансы. Однако, поскольку маршрут, описанный в томе, больше не является надежным, нам придется использовать метод грубой силы, чтобы добраться до центра, пробив себе путь через другой световой барьер в этой области. Согласно записям, центр должен быть расположен в высокой пагоде, напоминающей гигантскую каменную табличку, сказал даос Цин Пин, когда на его лице появился намек на восторг. Ограничение в последней области уже заняло у нас так много времени, чтобы прорваться. Будет ли у нас достаточно времени, чтобы пройти через него снова? Не будет ли задержка слишком существенной? Неуверенно спросила госпожа Вань Хуа. Мы уже знакомы с ограничением, так что нам потребуется гораздо меньше времени, чтобы пройти через него во второй раз. Если дело дойдет до худшего, нам просто придется использовать некоторые специальные методы, чтобы сэкономить как можно больше времени, сказал Сяомин. Госпожа Ван Хуа и даос Цин Пин согласно кивнули.
Таким образом, все трое направились к световому барьеру, который был едва виден вдалеке, не обращая внимания на Золотой дворец и серебряные павильоны прямо перед их глазами. Хань Ли облетел кругом гигантскую каменную плиту, но не смог найти никакого входа и вернулся к исходной точке, слегка нахмурив брови. Внезапно он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить маленький белый пузырек внутри шара белого света. Поверхность флакона была чрезвычайно гладкой, и он был почти полностью прозрачным шаром малинового света, непрерывно мигающим внутри него. Кто бы мог подумать, что истинное тело ледяной души этого даоса действительно окажется здесь в ловушке. И если бы не слабая реакция, проявленная этим пузырьком в последнем месте, я бы ее упустил, пробормотал себе под нос Хань Ли, а затем начал взлетать вдоль каменной плиты, продолжая делать круги вокруг нее. Пролетев около 20 кругов, шар малинового света в маленьком флаконе внезапно немного посветлел. Это изменение было почти незаметно невооруженным глазом, но Хань Ли смог заметить его сразу. Таким образом, он немедленно остановился, прежде чем полететь прямо к каменной плите, прежде чем снова остановиться перед несколькими линиями огромных серебряных рун. Скошенный серебряный текст «да». Это может поставить в тупик кого-то другого, но для меня — хе-хе. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он внимательно осмотрел линии рун, а затем несколько раз указал на них пальцем. Серебряные руны слегка вспыхнули, прежде чем сойтись и слиться в одну, образовав еще большую серебряную руну, которая начала вращаться на месте сама по себе. Затем на кажущейся твердой поверхности таблички внезапно открылся черный проход. Хань Ли тут же влетел в проход, который быстро закрылся снова. Приземлившись на ровный участок земли, Хань Ли сделал хватательное движение, прежде чем швырнуть белый шар света в воздух, мгновенно осветив темный проход, так что он был ярким, как день. Он быстро осмотрел окрестности и обнаружил, что это был полукруглый проход, а пол и стены были выложены обычными плитами из голубого камня. Однако на поверхности этого материала были выгравированы какие-то неопознанные ярко-красные узоры духа, и эти узоры испускали слабый кровавый запах. Хань Ли отвел взгляд, прежде чем выпустить свое огромное духовное чувство, и через короткое мгновение он слегка покорно вздохнул. Как и ожидалось, духовное чувство было значительно более ограничено здесь, чем снаружи, и ограничение полета в этом проходе было настолько сильным, что даже он мог парить только на небольшом расстоянии над землей. Вдобавок ко всему, количество магической энергии, необходимой для поддержания полета, также намного превышало нормальные ограничения полета. Как и следовало ожидать от того, кто успешно поднялся, ограничения, оставленные Даосом Тяньдином, были поистине замечательными. После недолгого раздумья Хань Ли шагнул вперед и побежал на полной скорости. С его невероятно мощным физическим телом его скорость бега была немедленнее, чем скорость полета средних культиваторов Великого Вознесения. Непосредственной опасности здесь не было, так что, естественно, ему не нужно было продолжать полет. Однако, пройдя лишь небольшое расстояние, проход начал постепенно подниматься вверх. Через некоторое время Хань Ли уже находился на высоте более 1000 футов над исходной точкой. Внезапно впереди появился яркий свет, указывающий на наличие выхода. Глаза Хань Ли слегка сузились, и он, не останавливаясь ни на мгновение, продолжил свой путь. Однако, как только он вышел в гигантский зал за проходом, он был прикован к месту тем, что увидел. Глава 2364. Металлическая клетка. Высота зала составляла 300 футов, а его площадь превышала 1000 акров. Однако то, что должно было быть ровным и гладким полом из голубого камня, было изрешечено ямами и кратерами, а также остатками бесчисленных сокровищ. Были также участки земли, которые были обугленными черными, и в центре зала был массивный звериный скелет. Скелет был прозрачным, как нефрит, и напоминал скелет крокодила и змеи. Казалось, что здесь кто-то вступил в ожесточенную схватку с массивным зверем, но, судя по этим остаточным следам, битва произошла очень давно. Хань Ли быстро оценил звериный скелет с заинтригованным выражением лица, и, судя по его остаточной ауре, он сразу же смог определить, что скелет принадлежал зверю на вершине стадии интеграции тела. Тот факт, что такая ожесточенная битва велась против простого зверя стадии интеграции тела, указывал на то, что его противники определенно были ниже стадии Великого Вознесения, но они также не были бы слишком слабы. Глядя на остатки сокровищ на земле, Хань Ли мог сказать, что у гигантского зверя, скорее всего, было около 4-5 противников. Осмотрев помещение еще некоторое время, Хань Ли вдруг бросил взгляд на деревянную полку в углу зала. Это была черная полка длиной около 20 футов, на которой в два ряда стояло около дюжины серебряных блюд разных размеров. Однако все тарелки были пусты, и их содержимое явно уже кто-то забрал. Таким образом, Хань Ли больше не колебался, направляясь прямо к выходу с другой стороны зала. Тот же лазурный проход возобновился, и на этот раз Хань Ли потребовалось довольно много времени, чтобы, наконец, выйти на другую сторону. Сделав это, он оказался в пространстве, которое было в несколько раз больше, чем даже зал из прошлого.
В воздухе плыло несколько белых облаков, а земля состояла из мелкого белого песка. В центре этого пространства стояло треугольное здание, похожее на монастырь. Хань Ли бросил взгляд на здание, прежде чем протянуть руку, чтобы вызвать маленький пузырек. Шар малинового света во флаконе никак не отреагировал, и его брови слегка нахмурились, увидев это, но он все же направился к воротам монастыря, которые уже были широко открыты. 3 святых духа ведьмы стояли перед морем черного тумана, простиравшегося так далеко, насколько хватало глаз. Туман яростно вздымался, как будто это было живое существо, время от времени выпуская порывы ледяных ветров и наряду с леденящими кровь завываниями. Все трое выглядели очень измученными, а их ауры уменьшились еще больше. Даже 3 гигантских коня под ними уже исчезли, но все они смотрели в море тумана с волнением в глазах. Это было потому, что там был малиновый павильон, расположенный в море тумана. Павильон был более 1000 футов высотой с бесчисленными алыми рунами, выгравированными на его поверхности, а на самом верху были слова «Кровавая тюрьма» 2 огромными серебряными древними буквами. Так это и есть кровавая тюрьма. Она немного отличается от того, что я себе представлял, заметил пожилой мужчина с фамилией Юй. Скорее всего, это иллюзия, позвольте мне попытаться развеять ее, ответил пожилой мужчина с фамилией Юй. Сразу же после этого он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить лазурный деревянный значок с черной призрачной головой, встроенный в него, затем сделал ручную печать, прежде чем указать пальцем на значок. Значок мгновенно раздулся до размеров человеческой головы, и на его поверхности начали появляться лазурные руны. В то же время призрачная голова тоже открыла глаза и рот. Столб лазурного света вырвался изо рта призрачной головы, прежде чем превратиться в массивный столб лазурного ветра, который мгновенно исчез в море тумана. В следующее мгновение раздался взрыв громкого грохота, и весь близлежащий туман был сметен яростными лазурными ветрами, открывая чистый проход. 3 святых духа ведьмы осторожно заглянули в проход, и выражение их лиц слегка изменилось. Под проходом было гигантское озеро, наполненное вязкой темно-красной водой, и там было бесчисленное количество белых личинок размером с большой палец, похожих на насекомых, плавающих по поверхности озера, вызывая мурашки по спине зрителя. Это и есть истинный облик кровавой тюрьмы? Может быть, это тоже иллюзия? Ошеломленно спросил пожилой мужчина с фамилией Юй. «Никакая иллюзия не могла бы устоять перед лицом моих лазурных астральных ветров», ответил человек с фамилией Ву, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить несколько шаров энергии в лазурный деревянный значок. Ветер, вырвавшийся изо рта призрачной головы, сразу же стал более чем в 10 раз сильнее, и один столб ветра выпускался за другим. Вскоре большая часть моря тумана рассеялась, открыв большую часть багрового озера. 3 пожилых мужчин опустили глаза, и в их глазах появился восторг. Помимо бесчисленных личинок на поверхности озера, было обнаружено около дюжины черных металлических клеток разных размеров. Самые маленькие из этих клеток были всего около 10 футов высотой, в то время как самые большие были размером более 10 тысяч футов. Их поверхность была испещрена непонятными золотыми рунами, а бесчисленные острые малиновые шипы, протянувшиеся в клетку, представляли собой угрожающее зрелище. Двери большинства клеток были уже широко распахнуты, и лишь некоторые из них оставались целыми и невскрытыми, и в каждой из этих невскрытых клеток лежал труп в разных позах. Эти существа явно погибли бесчисленное количество лет назад, и все они имели совершенно разные костные структуры, но их остаточные ауры все еще поражали 3 святых духов ведьм с чувством опасения. Это, должно быть, враги, запечатанные здесь Даосом Тяньдином. Как и ожидалось, все они были чрезвычайно сильны. Нам придется тщательно изучить эти тела, чтобы увидеть, какой из них принадлежит мастеру Тяньву, сказал последний пожилой человек с волнением в глазах. Мастер Тяньву практиковал искусство культивирования дао-ведьм, так что его останки определенно отличаются от других. Мы сможем легко идентифицировать его, как только подойдем немного ближе, ответил пожилой мужчина с фамилией Ву. Все остальные тела тоже принадлежали чрезвычайно могущественным существам, так что они определенно несут огромные сокровища. Мы не можем просто оставить их, сказал пожилой мужчина с фамилией Юй с намеком на жадность и настойчивость в глазах. Конечно. Однако наша главная цель мастер Тяньву, так что давайте сначала получим его наследство, прежде чем думать о чем-то еще, решил пожилой мужчина с фамилией Ву. 2 других пожилых мужчин сочли это разумным предложением, и каждый из них выпустил несколько защитных сокровищ, прежде чем полететь прямо к черной металлической клетке, которая была ближе всего к ним. Это багровое озеро было чрезвычайно тревожным, так что все 3, естественно, не осмеливались рисковать. К их удивлению и восторгу, озеро оставалось совершенно спокойным и безмятежным, даже когда они добрались до металлической клетки. Тело в клетке было гораздо более миниатюрным, чем у нормального человека, и после тщательного изучения его своим духовным чувством все они покачали головами, прежде чем полететь к другой металлической клетке. 2 труп тоже не был тем, который они искали, и прежде чем они поняли это, они достигли центра всего озера, достигнув 4-й металлической клетки.
В отличие от 3 предыдущих, эта металлическая клетка была одной из самых больших на всем озере, высотой 5000 футов. Помимо острых шипов, уходящих внутрь, была также чрезвычайно длинная алая цепь, которая была бесчисленное количество раз обвязана вокруг тела внутри. Сама цепь была в довольно плохом состоянии. Мало того, что ее поверхность была покрыта ржавчиной, были даже видны некоторые трещины, и казалось, что тело яростно боролось в течение некоторого времени, прежде чем оно прошло. Труп в клетке принадлежал гибриду лошади и человека, и каждая из его костей была полупрозрачного зеленого цвета со слабыми следами золотого света, проходящего через них. Верхняя часть тела этого существа была полностью идентична телу обычного человека, за исключением того, что оно было чрезвычайно массивным, в то время как его нижняя часть была близка к 1000 футам в длину, и 4 гигантских копыта трупа были единственными частями, где остался серебристый мех. Нет никаких сомнений, это тело старшего Тянь-Ву. Немедленно заключил пожилой человек с фамилией Юй, почувствовав исходящую от тела устрашающую ауру. Это действительно аура ведьмы Да. Как и ожидалось от мастера Тянь-Ву, он сохранил такую мощную ауру через много лет после своей смерти, взволнованно вмешался последний пожилой мужчина. Напротив, пожилой мужчина с фамилией Ву наблюдал за происходящим, слегка нахмурив брови. Где наследство мастера Тянь-Ву? Его слова послужили напоминанием двум его спутникам, и только тогда они обнаружили, что в клетке, казалось, не было ничего, кроме гигантского трупа. Внезапно глаза одного из стариков загорелись, и он внезапно указал на определенную часть гигантского тела. Что это? Двое других поспешно направили свое внимание на то же самое место, где обнаружили черную тень, врезавшуюся в одно из массивных ребер трупа. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это черный нефритовый слип. Это определенно останки мастера Тянь-Ву, так что давайте сначала взломаем эту клетку, предложил пожилой мужчина с фамилией Юй. Двое его спутников, естественно, не возражали, и поэтому сокровища, которые они вызвали, с огромной силой полетели прямо к металлической клетке. Раздался оглушительный грохот, и из металлической клетки вырвался сверкающий золотой свет, в то время как сама клетка лишь слегка задрожала, прежде чем свет исчез, и все вернулось на круги своя. Пожилой мужчина с фамилией Ву сосредоточил свой взгляд на клетке, и выражение его лица тут же слегка потемнело. На поверхности клетки не осталось ни единого следа. «Дай мне еще раз попробовать», — сказал пожилой мужчина с фамилией Юй, когда в его глазах появился свирепый взгляд, и он сделал хватательное движение, чтобы вызвать короткий алый меч с бесчисленными изображениями духов-насекомых, выгравированными на его поверхности. Кроме того, в рукоятку меча был встроен чистый белый кристалл размером с большой палец, и он схватился за меч, прежде чем внезапно отрезать несколько пальцев с другой руки. Затем он начал что-то напевать, указывая на определенный участок пространства, и отрубленные пальцы немедленно распались на кровавый туман, который потек в короткий меч. Глава 2365. Туша. Короткий меч начал издавать жужжащий звук, в то время как изображения насекомых начали бродить по лезвию меча, как будто они ожили. Пожилой мужчина с фамилией Юй взмахнул рукой в воздухе, и короткий меч тут же полетел к металлической клетке, как полоса малинового света. Как только полоса малинового света ударила в клетку, бесчисленные дуги золотых молний вспыхнули среди громкого раската грома. Багровый свет тут же был отбит, затем снова вернулся в руку старика в виде короткого меча. Это божественная дьявольская молния. Старик был ошеломлен, увидев это, и он поспешно осмотрел короткий меч, чтобы обнаружить, что на его поверхности появилось несколько тонких трещин, указывающих на то, что он получил серьезные повреждения. Если бы Хань Ли присутствовал, он тоже был бы ошеломлен, увидев это. Золотая молния, вырвавшаяся из металлической клетки, действительно казалась довольно похожей на божественную дьявольскую молнию, но при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что она была другой. Молния тоже была мерцающего золотого цвета, но она была смешана с пурпурно-золотыми рунами, и она была намного мощнее, чем божественная дьявольская молния Хань Ли. Это действительно божественная дьявольская молния. Подождите, нет, это не похоже на обычную божественную дьявольскую молнию. Я помню, что Даос Тянь Дин овладел несколькими типами молний, а также способностью, которая позволяла ему очищать и очищать молнию, и эта способность могла увеличить силу молниеносных способностей более чем в 10 раз, сказал последний пожилой мужчина, нахмурив брови. Это огромная проблема. Божественная дьявольская молния чрезвычайно эффективна против способностей ведьмы Да. Как мы собираемся противостоять этой очищенной божественной дьявольской молнии? Спросил пожилой мужчина с фамилией Ю, убирая свой короткий меч. Меч не казался таким уж замечательным, но на самом деле обладал несколькими невероятными способностями, поэтому он был крайне разочарован тем, что его повредили здесь. Будьте уверены, какой бы мощной ни была эта божественная дьявольская молния, ею никто не владеет, так что рассеять ее будет только вопросом времени.
На эту клетку определенно наложено больше, чем одно ограничение, и с последними ограничениями, скорее всего, будет еще труднее бороться. Вот что меня больше всего беспокоит, сказал пожилой мужчина с фамилией Ву, оценивая острые шипы на клетке и алую цепь, связывающую труп. Как бы трудно это ни было, мы должны добиться успеха. Иначе все наши усилия до этого момента были бы напрасны. «Дай мне посмотреть, сможет ли моя адская вода Ин рассеять эту божественную дьявольскую молнию», сказал последний пожилой мужчина, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить серую тыкву. Затем он ткнул пальцем в тыкву, и она опрокинулась, выплеснув волну чернильно-черной воды. Вода, казалось, обладала невероятной ледниковой силой, и как только она появилась, температура воздуха резко упала. В то же время клочья серой ци начали распространяться по воздуху, испуская гнилой запах. Черная вода закружилась наверху по приказу старика, превращаясь в черного змея, прежде чем злобно броситься к клетке. Бесчисленные золотые руны снова появились на поверхности клетки среди громкого раската грома, и появилась еще одна мерцающая золотая сеть молний. Черная вода и золотая молния тут же столкнулись с оглушительным грохотом. Хань Ли стоял в огромном зале с задумчивым выражением лица, оценивая чрезвычайно живую статую, расположенную на алтаре впереди. Статуя была примерно того же размера, что и настоящий человек, и изображала даосского жреца средних лет в белых даосских одеждах с алым длинным мечом, перекинутым по диагонали через спину. Взгляд статуи был направлен по диагонали вперед, и на нем застыло равнодушное выражение. По обе стороны от этой статуи стояли гигантская статуя лазурного сокола и серебряная статуя богомола, которые также были чрезвычайно живыми и угрожающими. Это должно быть даосизма Тяньдин, и я не могу думать ни о ком другом с таким изящным подшипник. Хань Ли пробормотал про себя, прежде чем проверять его окрестности, чтобы найти 4 малиново-бронированные куклы, каждая из которых была около 20 футов в высоту, лежа на земле в однобокой манере, а также 2 неопознанных трупов. 4 куклы были совершенно неподвижны, но их доспехи излучали яркий блеск, и они были совершенно не повреждены, как и оружие, которое они держали в руках, заставляя казаться, что они могут вернуться к жизни в любой момент. Что касается 2 трупов, то у одного не хватало половины тела, а вокруг него валялись 4 черных летающих меча, разрубленных более чем на 10 частей. У другого трупа не было головы, а рядом лежали сломанный пурпурный щит и короткая серебряная линейка, полностью скрученная. Оба трупа были расположены между 2 марионетками, и, судя по состоянию, в котором они находились, казалось, что они погибли в битве с этими марионетками. Судя по остаточным аурам этих трупов, они, скорее всего, были среди тех, кто сражался с гигантским зверем в зале на 1-м этаже. Хань Ли внимательно осмотрел 2 трупа несколько раз, но не нашел никаких других сокровищ. Таким образом, он внезапно исчез на месте, прежде чем появиться за статуей даоса Тяньдина. За статуей находилось поврежденное небольшое образование, в центре которого находилась белая каменная платформа диаметром около 10 футов. На платформе было несколько углублений различной формы, по-видимому, для размещения определенных предметов, но предметы в этих прорезях уже были взяты. На краю строя бок о бок на земле лежали еще 2 трупа, и один из них был одет в разбитую серебряную броню с костлявой рукой, пронзающей Дантянь насквозь. Что касается другого трупа, то он был одет в зеленую мантию и полностью чернильно-черного цвета, по-видимому, погиб после того, как был поражен каким-то смертельным ядом. На этот раз Хань Ли только взглянул на 2 трупа, прежде чем взмахнуть рукой в воздухе, на которой появились 4 браслета хранения разных цветов, прежде чем полететь в его руку с безошибочной точностью. Хань Ли коротко осмотрел содержимое браслетов хранения своим духовным чувством, прежде чем спокойно убрать их, а затем начал осматривать поврежденное образование. Это телепортационная формация. После краткого осмотра Хань Ли сразу же обнаружил, что это за формация, но, к сожалению, это была одноразовая формация, которая уже была полностью разрушена, и даже с его мастерством в искусстве формации он не смог бы восстановить ее за короткое время. Пройдя несколько кругов вокруг формации, Хань Ли внезапно поднял бровь, прежде чем остановиться на темно-красном углублении на формации. Он сделал хватательное движение в сторону щели, и появился маленький шар чрезвычайно слабого малинового света, выглядевший так, как будто его можно было погасить в любой момент. Затем он перевернул руку, чтобы достать маленький флакон, содержащий эссенцию крови кровавой души, и как только маленький флакон появился, шар малинового света немедленно полетел к нему, прежде чем исчезнуть во флаконе во вспышке. В результате малиновый свет внутри маленького флакона загорелся чуть ярче, чем раньше. Как и ожидалось, это капля эссенции крови товарища даоса ледяной души. Похоже, она прошла здесь и использовала эту телепортационную формацию, пробормотал себе под нос Хань Ли, когда на его лице появилась слабая улыбка, и он снова бросил взгляд на поврежденную формацию. Он провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить цепочку сокровищ формации, а также около дюжины кристаллов размером с кулак разных цветов, все из которых парили в воздухе вокруг формации. Затем он указал пальцем на формацию, и тонкая лазурная нить длиной в несколько футов вылетела из кончика его пальца, прежде чем быстро восстановить поврежденные узоры духа на формации.
Было бы невозможно полностью восстановить формацию, но с мастерством Хань Ли в искусстве формаций восстановление около 70% формации было бы достаточно для него, чтобы использовать его. Через день из Багрового озера вырвался взрыв удивительных энергетических флуктуаций, и среди всплеска пространственных флуктуаций внезапно появилось черное чудовище с головой оленя и телом человека. Затем он злобно полоснул гигантским серебряным клинком вниз, и раздался резкий визгливый звук, когда струйки зеленой ци вырвались из серебряного клинка, образуя серию шаров зеленого света. Соседнее пространство тут же начало искривляться и изгибаться вслед за гигантским клинком, как будто его вот-вот разрубят на куски. Раздался еще один оглушительный грохот, и сверкающее зеленое солнце вспыхнуло под лезвием, прежде чем расшириться дальше и дальше. Опустошительно-разрушительная аура хлынула во все стороны в неистовстве, заставляя воду в озере откинуться назад, чтобы обнажить участок дна озера диаметром около полукилометра, обнажая бесчисленные белые скелеты. Внезапно в небе сверкнула серебряная молния толщиной с резервуар для воды, и темные тучи внезапно сошлись, прежде чем кровь начала падать с небес, охватывая все багровое озеро внизу. Только после того, как зеленое солнце померкло, открылась картина внизу. В настоящее время 3 святых духа ведьмы парили в воздухе, и каждый из них держал статую высотой около фута и полностью идентичную этому гибриду оленя и человека. Огромная рана длиной более 100 футов была нанесена на верхнюю часть гигантской металлической клетки перед ними. Пожилой мужчина с фамилией Юй радостно захихикал, увидев это. «Ха-ха, наконец-то нам удалось взломать эту клетку. Чего вы ждете, товарищи даосы? Давай войдем вместе». Затем он убрал статуэтку в свою руку, прежде чем полететь к ране на металлической клетке в виде полосы зеленого света. 2 других пожилых мужчин тоже влетели в клетку в мгновение ока с возбужденными лицами. Что касается гибрида оленя с человеком, то он неподвижно завис в воздухе над клеткой. 3 пожилых мужчин вновь появились на высоте более 100 футов над тушей гибрида лошади и человека, и они тщательно оценивали прикованную тушу с восторженными взглядами в глазах.